Вот такая у нас сейчас погода. Приехала пораньше, потому что не было снега. А пока ехала, снег пошел. Ну, планы уже менять не собираюсь. Приехала, так приехала. А могла бы еще пару дней не приезжать. Вот так вот. Потому что зимой, если нет снега, нужно ехать почаще, потому что у курочки нету воды. Вода на морозе замерзает и пить нечего. А вот такая вот у нас в этом году необычная зима. Снега практически нет. И мне приходится почаще ездить. Вот. Ну и пока ехала, снег пошел. Крупные такие хлопья красивые. Так, иду делать обход, посмотрю, что, где и как, что мне предстоит сделать. И потом соберу яйца. Молодец. Молодец, петушок. Захожу в курятник проверять в первую очередь. И сразу, смотрите, на полу вижу яйцо. Закрою дверь за собой, чтобы было тепло. Ну, вот так вот, смотрите. Вода засыпана соломой. Вода засыпана соломой. Под насестами, что у нас, смотрите, гребут. Вот почему яйца на полу. Почему яйца на полу? А потому что несутся в подстилку, гребутся, и яйца летят в разные стороны. Да? Умащивается нестись. Сколько яиц нанесли? Это мы будем смотреть с вами попозже. Я тоже не буду заглядывать, чтобы было мне тоже интересно. А сначала нужно убрать все. Почистить гнезда. Вот так вот гнезда выглядят, потому что на них сидят и спят. Подстилка. Вода. Ну и кормушка для сена тоже опустела немножко. Конечно, подстилку можно было бы поменять полностью, но делать этого я, наверное, не буду, потому что мне эта вся подстилка скоро понадобится в теплицу. Я, если знаете, я показывала, как я устилаю эту подстилку, когда чищу курятник. Особенно я это могу делать и ранней весной, и поздней осенью. В этом году, так как у меня отсаженные были петушки в теплице, я перекопать теплицу не смогла осенью. Поэтому буду, ничего страшного. Я тоже так делаю. Я перекапываю теплицу ранней весной. И вот эта вся подстилка мне очень-очень нужна в теплицу. Поэтому пока мы выносить ее не будем, а я просто пристилаю сверху свежей чистой соломой. Так, все, меньше текста, меньше разговора, больше дела. Иду заниматься уборкой. Ой, какая пушинка наша грязная. Ой, какая же она грязная. Посмотрите, какой кошмар. Вот что значит оттепель и зима без снега. Так, а я иду, посмотрю, что у нас тут. Захожу вместе с вами
еще здесь я не была. И хочу вам показать. Вот обстановка. Смотрите. Это что за безобразие? А? Кто это сделал? Яйцо лежит на входе прямо. Так, давайте покажу вам ведра. Здесь вода почище. Смотрите. И тут вода. Это ведро я привязала. Смотрите. То есть оно упасть никак не могло. Все нормально. Так. Опа! Курица снесла яйцо. Смотрите, мокрое. Ой, чуть-чуть бы раньше показала бы вам. Класс. Прямо вот только на моих глазах оно упало прямо. Молодец. Умничка. Это Ломан Сэнди. Ну и, конечно же, мы заметили, сколько там яиц. А яиц там немало. Класс. Так, курочки эти, наверное, снеслись, потому что сразу пошли кушать. Так, в подстилке смотрим, что у нас в подстилке. Вот она выходит. Молодец, снеслась, умничка. Так, а в подстилке у нас тоже куча яиц. Да, это нехорошо, конечно. Вот это маленькая, наверное, шелковой. Вот этой серой. Это точно. Она его охраняет, ходит здесь. Так, ну все. План работы приблизительный я свой увидела. И все, приступаю к работе. Это яйцо, которое мы нашли на полу. Давайте положим в гнездо, а потом его заберем, когда будем собирать яйца. Ну, раз мы уже здесь видели яйца, положу его сюда. А все остальные гнезда я смотреть не буду. Когда приду собирать яйца, вот тогда вместе с вами и посмотрю. Так будет интереснее и справедливее, правильно? Заранее не буду заглядывать. А сена вообще нету. Пустая бункерная кормушка для сена. Все это нужно сделать. Заканчивается моя кучка. Это солома вместе с колосками. Вот, смотрите, видите? Вместе с колосками. И уже осталось совсем немножко. Но, думаю, до конца зимы хватит. А там пойдет уже зеленая трава. Вот так. Классно. Курочки выбирают все зернышки, двигаются, шевелятся, работают, кушают. Кто это к нам идет? Марс, иди сюда. Кс-кс. Иди, здесь очень много мышек. Маруся идет на помощь. Маруська, иди сюда. Иди сюда, Марс. Надо привести сюда чесалку и почесать немного Марса. Хотя еще февраль, пока еще рано его чесать. Вот уже в марте будем его чесать. А пока могут быть еще сильные морозы. Давайте, ловите мышек, я буду закрывать клеенкой, буду закрывать от снега. О, смотрите, видели? Смотрите. Ага, все, вот вам и мыша. Ой, я так боюсь мышей, теперь я буду бояться набирать там эту солому. О, еще одна мышка у Марсика.
Видели? Вот, вот, мышеловы и крысоловы. По одной мышке словили. Молодец, Маруська, молодец. У нее в пасти мышка. А она видит еще одну и не знает, что ей делать с той, которую уже словила. Вот так. Вот, умница. Все. А вы говорите, яйца. Ну, съест пару яиц. Ничего страшного. Зато мыши, вот, и она теперь будет знать, что в этой куче есть мышки. Она будет каждый день сюда приходить на охоту. Я ей специально оставлю небольшой ход, закрою клееночкой, а оставлю с одной стороны открытым. А вот и Марсик с мышкой. Но он не голодный, вы представляете, он сейчас эту мышу оставит здесь. Вот так вот бывает. А у Маруси тут целый конвейер, она не успевает. Одну за другой таскает мышь. Вот это молодец. Так, за следующей пошла. Есть. Умница. Вот эта порода котов и кошек, которые ловят мышей и крыс. Так, а как же мне теперь солому набирать? Я теперь боюсь. Я теперь боюсь. Вот так вот. Пришел за следующий Марс. Марс, учись у мамы ловить мышей. Все, наверное, вот так вот открытым я им и оставлю. Пусть она сюда ходит и ловит мышей. Смотрите, я одну тачку уже отвезла, а они все сидят, охотятся на мышей. Не отходят отсюда, потому что здесь есть чем полакомиться. Да, Марс? И Маруся. Сидят, не отходят от этой кучи. Они четко поняли, что здесь есть добыча. И вот так вот я закрывать теперь не буду. Снег и осадки не сильно повредят этот стог. Видите, он немножко перекрыт. Опускать клеенку я не буду, пусть они там ловят мышей. А мне сейчас надо набрать еще соломы. Для всех кур не хватило. В
прошлом видео я вам показывала, как я доставала яйца вот там в углу. Вот, перелазила через эти насесты и спокойно доставала. Но еще есть и второй способ, как можно достать яйца в моем курятнике, которые находятся под насестами и в самом дальнем углу. Всем привет! Это сделать несложно. Этот способ я использую, когда чищу под насестами. Это маленькая шелковая серенькой. А это вот такое зеленое помесное с амерауканом. Но это не одно. Я вижу еще одно. И есть еще одно такое же. 3 яйца. Все. Вылезаю. Но можно было этот насест вынять, но я просто не захотела его вынимать. Потому что он здесь очень хорошо стоит. И я решила его не вынимать. Но вообще-то он легко вынимается. И спокойно я вычищаю под этими гнездами. 3 яйца кладу в то гнездо, которое мы уже видели. Так, и ставлю все на место. И этот насест за кронштейны цепляется сюда. И все. Марс, не вздумай сюда ходить. У меня веник стоит для тебя. Нельзя. Если не будешь слушаться, пойдешь опять в теплицу. Нельзя, Марс. В курятник ходить нельзя, Марс. Вот, видел веник? Видел? Вот так от курятника. Вот так. Давай, давай. Все. И вот многие заметили, что это такое, сейчас расскажу. Это резиновое яйцо, и его я сюда положила специально, чтобы кто захочет из котов попробовать яйцо, зайти в курятник, естественно, первым делом подбежит к вот этому яйцу, подумает, что это настоящее, начнет кусать и поймет, что это невкусно. И вот специально я такое резиновое яйцо бросила под курятник. Все, ставлю этот веник с курятником рядом. И будем воспитывать Марса. Наполняю бункерную кормушку сеном. Чтобы у кур всегда было свежее сено. Вот так набиваю. Они себе через решеточку, вот эту, через квадратики вытягивают все, что им надо. Ты снесла яйцо, что ты выходишь из гнезда? Снесла? Сейчас проверим. Если найду теплое яйцо, значит снесла. А яйцо лежит в яйцеприемнике.
А у молодок бункерная кормушка совсем пустая. Вообще ничего нет. Палка какая-то попалась. Так, все налетают. Налетайте на вкуснятину. Так, больше поместится. Вот так. Вот так. Вот. Полная, полнёхенькая, набитая. Бункерная кормушка для сена. Самое главное, для чего я приезжаю, это налить воды, насыпать корм курочкам и собрать яйца. И обязательно, я обязательно смотрю. Смотрите, зерносмесь еще есть. В эту кормушку можно не насыпать сюда. И смотрю кормушку, которая находится в помещении. А вот в помещении смотрите, как съедают быстро куры. Потому что когда погода плохая, холодно, дождь, снег, то куры в основном находятся в помещении. На улицу они редко выходят. Ну, может быть, выходят, но не так часто, как летом. Поэтому еда съедается в помещении быстрее. И вот сюда я сейчас буду подсыпать еще зерна. Так, несу зерносмесь. И сюда будем сейчас насыпать. Вот так. И перемешиваем. И принесу еще, чтобы эта кормушка была полная. Так, ну, самое основное я в курятнике сделала. Навела порядок, насыпала корм, дополнила сено в кормушку, поменяла чистую воду. Ну, и мне только осталось оставить курочкам овощи. Сегодня я буду оставлять буряк красный. И поэтому сначала я соберу яйца, потому что руки у меня будут красные. Поэтому собираю сначала яйца, а потом натру буряк. Так, гнезда я не смотрела. Буду открывать вместе с вами, я обещала. Так, сколько будет яиц, кто знает? Никто не знает. Но, судя по тому, что когда я зашла, здесь лежало яйцо, значит, коты сюда не ходили. Потому что это яйцо они бы уже давно съели и забрали. Это первый признак того, что если здесь было на полу яйцо, значит, возможно, в гнездах все мои яйца, хоть и мало было дней, я приехала через всего лишь 3 дня,
Ну вот как раз будет видно, сколько яиц несут мои куры за 3 дня. Так, опа, класс! Вот это да, класс! Смотрите, сколько там чистенькие. Вот это молодцы. А представляете, если бы я приехала через 5 дней, как всегда, как обычно, яйцеприемник был бы полный. Так, ну начинаю собирать. Вот такая красота. Класс. Они чистые, это сверху песочек. Естественно, запыляются гнезда за эти дни. И когда катится мокрое яйцо, только что снесенное, естественно, на мокрое яйцо налипает вот такое вот. Вот, оно все вот так вот вытирается хорошо. И мыть такие яйца не нужно. Вот. При том, что на улице у нас очень грязно. Ой, 3 яйца боюсь брать, потому что могу еще и упустить. Наверное, надо по 2. По 2, но быстрее это делать. Чтобы вас не утомлять, буду быстро это делать. На улице сейчас очень грязно. И поэтому я думаю, что с обычными гнездами яйца очень грязные. Ого, сколько. И там еще в глубине. Так. Угу. Красивые яйца. Молодцы мои курочки, молодцы. Да, если бы я приехала через 5 дней, яйцеприемники были бы забиты полностью. Вот. Быстренько постаралась не задерживать вас со сбором яиц. Вот сколько яиц. Класс. Это только от моих старых кур. Меня спрашивали, какой возраст моих старых кур. Здесь есть куры, и которым 4 года, и которым 3 года, и 1,5 года есть. В общем, это куры разновозрастные. Я понимаю, что держать долго кур неэффективно. Но есть такие курочки, которые мне очень нравятся. И как бы прощаться с ними, убирать их я просто не могу. И поэтому они у меня живут долго. Да? Что-то ты долго здесь сидишь. Давай уже яйцо. Вот умница, сейчас будет яйцо. Вот умница. А я не заметила, тут еще одно есть. И еще одно есть. Но теплого яйца мне не попалось. Значит, вот эта курица еще не снеслась. Значит, она сейчас вот-вот снесет яйцо. Все, закрываю гнезда. И перед самым своим отъездом зайду еще проверю. А мы идем с вами к молодым курочкам. Соберем у них яйца.
Петух стоит на охране курятника. А мы идем собирать яйца. Так. Смотрим в первое гнездо. Сюда мы сложили с вами те, которые я достала на полу. Это у нас шелковой курочки такое маленькое яичко. А вот это все, смотрите, а это все яйца моих молодок. Это самые полезные яйца. Яйца кур молодок самые полезные. И не смотрите на то, что они маленькие, зато от них больше пользы. Так. И, кстати, резинового яйца что-то я не вижу. Здесь было резиновое яйцо. А нету. Вот это мне очень интересно, где оно делось. Так, давайте продвигаемся к следующему гнезду. О, класс, смотрите. Смотрите, какие красивые. Ой, вы не видите, они бордовые. Они такого красивого цвета, такого розового, насыщенного цвета. Жалко, не передает камера. Нет, не видно. Не видно, какого они цвета. Они очень красивые. А вот только что снеслась. Смотрите, какой чистенькая. Так. Еще 2 яйца. Здесь нету больше. Смотрите, здесь курочка сидит, хочет нестись. Не будем ее пугать. Пройдем мимо этого гнезда и пойдем в следующее гнездо. А тут смотрите сколько. Ой, сколько здесь яиц. Так, 1 резиновое среди них, а 4 хороших яиц молотки. Так, я пытаюсь тихо разговаривать, чтобы не спугнуть вот эту курочку. Так, сейчас тихонечко достанем еще эти 2 яйца. Вот, класс. Смотрите, какие они красивые. Так. И у нас уже полное ведро. Смотрите, сверху. Уже полное ведро. А мы еще не все яйца собрали. Ну, значит, смотрите. Что хочу сказать по этим гнездам. Это гнезда со скатом яиц в яйцеприемник. Здесь курочка садится, несется, и яйцо скатывается вот сюда, в яйцеприемник. Но, так как это курочки-молотки, я приучаю их нестись в эти гнезда, и поэтому здесь у меня лежит солома. И вот что теперь я начинаю делать. Это яйцо резиновое я перекладываю в соседнее гнездо, а здесь я убираю уже солому. То есть каждый мой приезд я буду убирать солому по одному гнезду. Так, убираю здесь солому. Просто ее кладу в подстилку. И смотрите, что я вижу. Курочка только что снесла еще одно яйцо. И теперь опять мне надо его лезть забирать. Опять яйцо там, где не положено. Но зато оно чистенькое. Вот такое голубое яйцо. Вот. Так, а мы продолжаем расчищать это гнездо. Значит, вот так вот я здесь убираю. Даже можно вот все
досконально не убирать пока. Вот так немножко, пусть там соломы будет. Главное, чтобы в яйцеприемник смогло скатиться яйцо. То есть вот эту солому нам нужно всю убрать. Вот это все мы убираем. Вот так. И теперь курочка, которая неслась в это гнездо, она обязательно сюда пойдет, несмотря на то, что там уже нет соломы. И яйцо скатится в наш яйцеприемник. Вот так вот. И для того, чтобы кур приучить, нужно это делать постепенно. То есть следующий приезд я уберу еще в одном гнезде солому. Потом в следующий приезд здесь уберу солому. И так за 4 моих приезда освобождаются эти гнезда от соломы, а куры продолжают туда нестись. Вот так я приучаю кур нестись в гнезда на линолеум и с вот таким яйцеприемником. Я вам только что показывала сбор яиц у старых кур, которые прекрасно знают, что это за гнезда. И их я точно так же приучала в прошлом году. Кому интересно, можете заходить, смотреть мои видео, как в прошлом году. Те куры, которые сидят за стенкой, они сидели здесь, в этом помещении. Точно так же я их учила нестись в эти гнезда. Ну, вот так вот. Вот такой результат у нас. Все. Это гнездо остается вот в таком состоянии. В следующий раз мы с вами посмотрим, сколько яиц снесут именно в это гнездо. Здесь у нас курочка уселась. Она будет сейчас снестись. Сюда я приду попозже, перед самым отъездом своим, и заберу здесь яйцо. Так, а у нас же есть еще и верхнее гнездо. Давайте я заберу эти яйца, чтобы никто нам их не перевернул. И смотрим верхнее гнездо. Так, а в верхнем гнезде у нас 2 яйца. Третье это резиновое. Это подкладка. Но эти яйца, скажу вам, крупные. Они крупнее, чем те, которые мы собирали в нижних гнездах. Может быть, даже и двухжелтковое вот это яйцо будет. Очень большое. Так, все. В верхних гнездах еще пока я оставляю. Солому я убирать не буду, потому что у них есть гнезда, в которые могут они и без соломы пойти нестись. Но на всякий случай я проверяю верхние гнезда. Может быть, кто-то снесся. Нету яиц. Здесь нету. Но мы видим по пыли, которая припылилась. Видите, что туда даже никто не заходил и не интересовался. Вот. Это прикрученное резиновое яйцо. Это не настоящее. Это резиновое яйцо-приманка, чтобы куры туда неслись. Ну, а вот это гнездо, может быть, следующий свой приезд я тоже уберу солому. И курица, которая сюда неслась, она уже привыкла сюда нестись в это гнездо. И она снесется на эту дырку спокойно. Так, теперь мне осталось достать это голубое яйцо и положить его в ведро. Я прекрасно видела, какая курица здесь снеслась. Яйцо просто горячее. Оно горячее. И когда я убирала здесь, конечно же, я видела эту курицу, которая тут сидела. И еще одно такое красивое яйцо к нашему ведру. Ну, ведро уже полное, а мне еще идти надо к маранам и к шелковым. Идти надо там еще яйца собрать. Иду к маранам и к шелковым.
Вот эта курочка, которая сидела там в углу и снесла вот это яйцо. Вот это яйцо вот этой курочки. Не оглядывайся, а неси куда надо. Вот оно, красивое яйцо ее. Это курочка помесь с амирауканом. С моей обычной курочкой помесь плюс амираукан. И получается вот такое яйцо. Оно больше к голубому, чем к зеленому цвету. Так, идемте посмотрим. Мне же интересно, что там у маранов с яйцами. Это петух марана. Это курочка марана. Вот такая она красавица. Я иду смотреть у них яйца. Вот смотрите. У маранов я полностью ничего не перестеляла. У них все сухо, чисто и красиво. Я им просто немножко принесла еще сухой травы. И на этом весь уход закончился. Так. О, смотрите. Смотрите, гнездо какое. Яйцо марана одно. За 3 дня больше нету. И 2 шелковых. Так, забираю яйцо марана в первую очередь, чтобы его хорошо рассмотреть. Вот такое красивое яйцо. Так. Яйцо марана. И 2 шелковых. И 2 шелковых. Вот такие маленькие красивые яйца. Вот так. А вот это яйцо, это резиновое, это не настоящее. Я его оставляю в гнезде. Пусть лежит. Но и на всякий случай сейчас вот так аккуратненько потрогаю вокруг гнезда. Мне интересно, почему одно яйцо марана. Нету. Ничего твердого нету. Нету. Все. Ну и за одно яйцо марана спасибо. Вот так поставлю, чтобы его не разбить, потому что оно прямо сверху всего ведра лежит. Ой, красивое у тебя яйцо. Ой, красивая. Вот она, красавица моя, которая несет такое яйцо. Вот она. А это петух марана. Только что-то ты его не закрасила все. Что это ты его не закрасила, а? Надо, чтобы было закрашено. Скоро Пасха. Все, забираю яйца. И мне еще надо буряки натереть. Ждут, ждут, смотрите. Видите, как хотят буряк? Так, давайте. Ого, вот такой здоровенный. Ну, налетайте. Вот семена буряка я показывала. У меня есть видео, какие именно семена буряка я сажаю. Вот такая вкуснота. Любой, вот любой могу тереть и вам покажу. Смотрите.
Смотрите, что тут творится. Увидели, что тут буряк. И все рвутся к буряку. Хотят срочно, срочно. Так как мои куры содержатся на даче сами, и у них всегда в свободном доступе есть зерносмесь. Вот зерносмесь у них в бункерной кормушке есть всегда. И вот для того, чтобы куры хорошо неслись, и чтобы они не зажирели, им нужно давать овощи. Овощи я даю: морковку, буряк, капусту, картошку вареную. Варю только картошку, все остальное в сыром виде. И вот так вот каждый свой приезд я даю какой-то один из овощей. В данном случае это буряк. Сегодня едим буряк. Все быстренько тру, потому что, смотрите, тут просто все не выдерживают. Вот такой красивый. Поставила буряк в помещение, в курятник, потому что ночью будет минус. На улице будет минус, и буряк замерзнет. А естественно, такое количество эти куры съедят за сегодняшний и за завтрашний день, возможно. А куда это ты зовешь? Зовет курочек куда-то. А эта курочка в поисках гнезда. Заходит в каждое по порядку и ищет, куда бы ей снестись. Где покрасивее. А эти курочки так и держатся. Все вместе, одной стаей. Видите? Все время вместе.
Курочка Марана сидит в гнезде, и над ней стоит петух. Не знаю, успею я забрать сегодня это яйцо. Мне нужно уже уезжать. А там смотрите, что происходит. Там сейчас будет шоколадное яйцо. Вот. Не буду мешать, может быть, еще успею сегодня его забрать. Марс, не вздумай зайти в курятник, не вздумай. Вот, снесла она яйцо. Это яйцо Ломан Сэнди. Вот такой курочки, которую мы видели в гнезде. Вот это Ломан Сэнди. Вот такое яйцо у нее, розовое. И тут проверяю сразу. Есть. Горячее. Горячее. Большое. Это, по-моему, вот эта сидела курица там. Молодец. Вот какое красивое яйцо несет эта курица. Ну и после буряка вот такая курочка белая становится розовая. Вот так вот красится сразу перья в розовый цвет. Ничего, симпатичная. Так, нет у меня времени уже ждать. Придется посмотреть. Есть яйцо. Все, молодец, Мараночка, снеслась. И можно забрать его. Успела к моему отъезду снести яйцо. Красивое такое. Ну что, можно забрать яйцо твое? Можно? Давай я тихонечко заберу, давай. Все. Она и не поняла. Смотрите, видите? Яйцо Марана. Я тихонечко забрала, она даже не поняла. Я уже опаздываю. Яйцо горячее такое, классное. Видите, уже темнеет, становится более шоколадное. Все. Молодец, курочка. Успела к моему отъезду.